Привет, это канал Илон Маск. В этом дайджесте Tesla проиграла Форду, Boring Company устраивает конкурс «Победи улитку», а SpaceX выпустит туристов в открытый космос. Начнем с Tesla. Как же мы любим претензии к Tesla из Южной Кореи. Вот они, слева направо. Корейская комиссия по справедливой торговле обвинила компанию в занижении запаса хода. В отчете комиссия говорит: «Аньон Хасимника, а чего это у вас на сайте написано, что дальнобойная Model 3 проедет 528 километров? В холодную погоду ничего подобного что-то не наблюдается. Неужели вы нарушаете закон о добросовестной маркировке и рекламе? Может, вам санкций не хватает?» Теперь Tesla собирается на встречу с комиссией, чтобы обсудить, хватает ли компании санкций или все-таки нет. Технически комиссия права, но на практике оценить запас хода для всех возможных сценариев почти невозможно. Вы спросите, что общего у Наруто и компании Ford? Они учат нас не сдаваться. Ford наконец-то смог обогнать Tesla. Двухлетнее господство Model 3 в качестве главного выбора Consumer Reports подошло к концу. Лучшим электромобилем 2022 года назван Ford Mustang Mach-E. Внедорожник превзошел Model 3 в результатах дорожных испытаний, надежности, удовлетворенности владельцев и безопасности. Consumer Reports по-прежнему хвалит Model 3, но все же пишет, что Mach-E более практичен и с ним легче жить. Мол, информационно-развлекательная система у Форда проще, и проблем с ним меньше, чем у Model 3 и Y. Ну что ж, пока снимаем шляпу, но гонка продолжается. Tesla объявила, что электромобили других автопроизводителей теперь могут заряжаться на всех станциях Supercharger в Нидерландах. Здесь отлично залетела бы реклама одного сервиса для поиска дешевых авиабилетов, но мы выше этого. Вот такой вот каламбур. А что же там в Техасе? А в Техасе заметили более 100 Model Y, готовых к доставке клиентам. Интересно, что раньше Tesla говорила, что производство начнется с версии Performance, а на недавнем видео с завода видны 19-дюймовые колеса, которые есть только у версии Long Range. Какой шокирующий обман! Донаты за столь невероятное расследование принимаем по ссылкам в описании. Что поделать, наглость — второе счастье. Вон власти Индии вообще сообщили, что если Tesla не выделит $500 миллионов на закупку автозапчастей индийского производства, то никакого снижения налога на импорт для компании не будет. В августе Tesla рассказала, что тратит около $100 миллионов на покупку деталей, произведенных в Индии. Автопроизводитель сказал, что готов увеличить эту сумму, если налоги на импорт таки снизят. Но Tesla не уточнила сумму, так что Индия решила, что пятикратное увеличение – это норм. Справедливости ради, власти страны великодушно согласились начать с увеличения закупок на 10-15% в год, пока Tesla не достигнет нужного уровня. То есть шанс на выход на индийский рынок все-таки есть. Тем временем Tesla заявила федеральному судье, что комиссия по ценным бумагам и биржам преследует Илона Маска. Адвокаты утверждают, что комиссия пытается ущемить право Маска на свободу слова. Недавно она направила в суд повестку с просьбой предоставить дополнительную информацию о некоторых его твитах. В 2018-м Tesla и комиссия по ценным бумагам и биржам заключили соглашение, которое должно было положить конец преследованиям Маска. Но, по мнению Tesla, соглашение использовали как оружие, чтобы попытаться надеть на Илона намордник. Tesla заявляет, что комиссия не выполнила свою часть соглашения, так как все еще удерживает штраф в размере $40 миллионов, который выплатила Tesla, хотя стороны договаривались, что штраф распределят между акционерами. Как-то нехорошо получается. И, наконец, эти забавные владельцы. В Китае владелец Tesla Model 3 перепутал свою машину с самолетом и перелетел через реку шириной 10 метров. Общее расстояние полета составило более 20 метров, и никто не пострадал. Вот уже и интеграция с дешевыми авиабилетами не нужна, и киберкатамаран не нужен. Реку можно и без него пересечь. И вообще, это облако? Это самолет? Нет, это Model 3, вольная как птица. Фух, вся обойма с шутками по теме расстреляна, можно переходить к новостям про Boring Company.
Скучная компания проведет нескучное соревнование Not a Boring. Командам предстоит разработать и построить бурильную машину, которая сможет победить улитку. Конкурс проводится во второй раз. В прошлом году Boring Company искала способы повысить скорость бурильных машин, чтобы они работали быстрее улитки. А улитка Гэри, как мы знаем, талисман компании. В этом году команды будут соревноваться в 4 категориях, в том числе кто построит самый точный тоннель и прорыть самый крутой поворот. Длина тоннеля должна составлять 30 метров, а диаметр не менее полуметра. Удачи участникам и переходим к SpaceX. Если бы мы согласились взять на рекламу марафон желаний, то первым делом загадали бы узнать, как прошел запуск миссии Starlink 4.8. Его перенесли на понедельник из-за плохой погоды, и здесь мы пустим субтитры по результатам запуска. Но вообще на орбиту должны отправиться 46 спутников, а первая ступень полететь в 11-й раз. У Starlink, кстати, уже больше 250 тысяч пользовательских терминалов, и меньше их точно не становится. SpaceX запустит новую частную пилотируемую миссию Polaris от уже известного нам Джареда Айзекмана. Он командовал миссией Inspiration 4. Миссия Polaris — это сразу 3 пилотируемых запуска на орбиту, которые продемонстрируют новые технологии, в том числе первый выход в открытый космос для космических туристов. Третья миссия Polaris подразумевает первый пилотируемый полет Starship, но до этого еще надо дожить. Пока что первая 5-дневная миссия Polaris Dawn запланирована на 4-й квартал. Crew Dragon поднимется выше орбиты МКС и миссии Inspiration 4. Кроме выхода в открытый космос, экипаж испытает лазерную связь со Starlink, так что в течение года ждем от SpaceX улучшенный скафандр для внекорабельной деятельности. Среди членов экипажа будет сам Джаред Айзекман, бывший летчик ВВС США Скотт Патит и 2 сотрудницы SpaceX — Анна Мэннон и Сара Гиллис. Вот это карьерный рост. Помните, мы рассказывали, что вторая ступень Falcon 9 столкнется с Луной? Так вот, это оказалось ошибкой в расчетах астрономов-любителей. При этом профессиональные астрономы подтвердили факт столкновения с Луной, но не у Falcon 9, а у китайской ракеты-носителя Long March 3C, которая в 2014 году запустила экспериментальную автоматическую лунную станцию для отработки возвращения грунта на Землю. А что тогда со второй ступенью от Falcon 9? Да ничего, ее траектория не совпадает с Луной, так что летит она себе где-то, да и все. Благими намерениями вымощена дорога в перенос орбитального полета Starship. Кажется, Илон случайно подложил свинью сам себе. Перед началом экологической оценки Starbase Маск попросил общественность поддержать SpaceX и оставить комментарии про работу компании. Можно ли назвать микроблогером, когда тебя в Твиттере читают более 73 миллионов человек? Вопрос открытый. В любом случае, призыв подействовал, и Федеральное управление гражданской авиации получило 19 тысяч комментариев. Судя по всему, рассмотреть их все к запланированному 28 февраля не получается, так что сроки перенесли на месяц. А где комментарии долго рассматривают, там и лицензию на полет Старшипа не выдают. Но есть и хорошие новости. Разрешение на запуск выдала Федеральная комиссия по связи. Оно действует с 1 марта по 1 сентября. Это не основной документ для полета, но тоже очень важный. Сам Starship времени зря не теряет. Прототип 20 успели снять с ускорителя Super Heavy и провести испытания на заправку. Прототип покрылся инеем, но все прошло хорошо. В ангар сборки доставили прототип 22. Его состыковали с обтекателем АТС-21, так что он тоже готов к труду и замерзаниям. Ну и в конце добрая новость про Илона Маска. Из формы для комиссии по ценным бумагам и биржам стало известно, что в ноябре Илон Маск кому-то подарил акции Tesla на $5,5 миллиардов. Кто получил акции, неизвестно, но в форме указано, что это был добровольный дар на благотворительность. Если акции на $5,5 миллиардов вдруг прилетели вам, то вы отпишитесь в комментариях, что ли, чтобы мы головы не ломали. А мы готовы подогреть вас свежими и горячими новостями из нашего телеграм-канала. Ведь в выпусках на ютубе только самое-самое важное, а полная картина с мельчайшими подробностями в телеге. Подписывайтесь.